на 16 и так далее. Следующий такой вопрос, который хотелось бы разобрать. У каждого дартсмена есть своя техника. Постоянно совершенствуется, меняется и так далее. И очень хотелось бы, понятно, у каждого своя, кто попадает, тот прав, но все равно наблюдать интересно за тем, как дартсмены описывают технику, и всегда там другой дартсмен может какие-то элементы взять для себя в рамках тестирования и улучшения своей техники. Поэтому хотелось бы те детали, которые ты хочешь, да, раскрыть, рассказать в рамках своей техники. Да, без проблем, учитывая, что на самом деле у меня вообще не отвратительное, но не идеальное, совсем не идеальное, но опять же, вот если мы говорим про идеальную технику, да, то есть в эту сторону, конечно, то есть главное меньше лишних движений, да, то есть мы встали, у нас должно двигаться, вот оно только у нас предплечье, но это в идеале, да, то есть особенно когда без дротика вообще все идеально получается, то есть ты встаешь без дротика, да, вот у тебя это зафиксировано, отвел и вперед все прокинул, да, у тебя рука так свободно пошла. С дротиком так уже у меня точно не получается. То есть у меня вот это движение, когда я кидаю дротик, во-первых, кисть не свободная, да, получается. И уже вот она идет пауза, и рука даже не вытягивается. Но это как бы, это индивидуальная техника, да. То есть уже получается немножко кривенько. Ну, мы как бы стремимся к идеалу, да, но то есть в идеале все тело зафиксировано, рука стоит, и вот одно движение, да, и вытянул. Главное, в конце вот это вот follow-through, да, оно называется, то есть даже в любом виде спорта вот это вот, что ты ударил по мячу, да, и у тебя должна нога идти за мячом. На нашем случае рука, да, то есть она продолжает движение. Почему, собственно говоря, у дартистов и получается вот это вот вперед. Это да, это, собственно говоря, follow-through. Куда ты пошел уже после броска, ну, на самом деле, оно уже не особо-то влияет, но это дает тебе вот направленность скорее твоему движению. Даже, ну, я вспоминаю Роба Кросса, да, он же кидает, он вообще одна нога туда ушла, но все направление вперед. У меня, знаешь, эта проблема, наверное, возраст, вообще не гибкий, и поэтому у меня идет как бы отпускание. Я вот здесь в этом месте где-то отпускаю, и рука не разгибается. Вот так это как раз проблема, ну, скорее гибкости, да? Натуральной гибкости. То есть если бы был, может быть, помладше бы начал, было бы лучше, но у меня... И поэтому рука останавливается. На самом деле вот она не разогнулась. То есть кто-то смотришь, кидает, вот он полностью разгибается. Такой вот, как это сказать... Элемент. Это элемент, да, это как она у нас, не биология. Анатомическая, да, проблема. И поэтому, да, вот даже если мы смотрим, в лучшем случае, если помню, продолжил, да, в идеале, вот рука у тебя кинуться в таком положении. Особенно те, кто красиво начинает вовремя тренировать технику, себе девушке не нравится, вот так вытягивая прямо это. Ну, наша цель, да, продолжить, и хорошо. Момент, который хотел сказать про ноги, то есть встаем, ну, как бы правильно стоять боком, да, как, ну, кто-то встает прямо, ты, Лежан, например, если стоишь прямо, не проблема. То есть у меня техника сбоку, вообще, говорят, перенос центра тяжести на переднюю ногу. Я стою, ну, это вот как раз особенность, я стою на двух ногах. Ты тоже стоишь на двух ногах, да. Другой по этой. Когда я раньше стоял на одной ноге, то есть я раньше стоял вот так. То есть одна нога, и это, ну, то есть 70% здесь, 30% здесь. Уставал. То есть реально болела нога. И поэтому в какой-то момент было, может, неудобно, но я встал на две ноги, и сейчас я просто стою на двух ногах. То есть я не... При этом есть небольшой наклон туловища вперед, да? Ход. Ну, наклон в любом случае идет вперед. Ну, чтобы у тебя это опять вопрос к follow-through, да, это направление. То есть ты передаешь и как бы не заваливаясь туда, но у тебя все равно боком, чтобы тебя тело... При этом положение туловища не меняется, если ты целишься дабл 20 либо дабл 3? Или все-таки есть корректировки? Ну, то есть смотри, если... Ну, у меня... Ну, наверное, все равно опускание идет. То есть если я кидаю вверх, сюда, ну, чуть-чуть меняется. То есть кто-то даже советует, знаешь, когда кидают трипл 20, а на дабл, так, знаешь, чуть вздохнуть и стать чуть выше.
То есть приподнять себя. Ну да, наклон, все равно тело идет. То есть ни одной руки, ну, скорее, я бы сказал, наверное, то есть если я кидаю бац сюда, если это, ну, идет, да, наклон, все равно идет тело. То есть если я кидаю нижний сектор, Ну и, соответственно, если приходится бросать на сектора, допустим, дабл 6 либо дабл 11, то туловище тоже поворачивается. Да, то есть я не перехожу. То есть, Нет смещения, да? Нет смещения. Ну, сейчас я уже не меняю. Не помню, раньше делал нет. То есть я корпусом не перехожу так, чтобы опять в центр встать. Может быть, это неудобно, но просто не теряю на этом времени. В этом проблема. Касаемо хвата, значит, я хват поменял. То есть я менял, не знаю для чего. Скорее, это так, не новомодность, посмотрел, как берут. То есть у меня изначально был хват как ручку, да? Популярный самый хват. Популярный, но дело в том, что ручку я так не держу. А ручку я держу вот так, собственно говоря. То есть я перенес, получается, между пальцами поставил. В какой-то момент поменял. Стало лучше? Да не знаю, честно говоря. Ну, может быть, стало, но... У меня вообще полет, если мы смотреть полет дротика, он меняется. Одно время его сильно заносил, сейчас летит довольно-таки ровно. Почему происходит? Ты вроде технику особо не меняешь. Ну, почему-то происходит. У меня еще... То есть, если мы спорим Гэри Андерсона, например, он кидает, он поставил, и нет у него движения назад. Да. То есть, он кидает отсюда. Ну, он до очков и да, дальше. он вот так спустил отсюда, и отсюда кидает. Ну, я так не могу. То есть, я ставлю впереди и веду назад. Одна из проблем, да, что лицо иногда задеваешь. И либо плечом. У меня чаще даже плечо. Ну, сейчас кидаю вот более-менее. Но это настолько индивидуально, поэтому проблем в этом нет. Главное избавиться от движений лишних, да, чтобы ты вот так ходуном не ходил. Ну, есть примеры, конечно, кто и так закидывает, да, шотландцы, да. Кто-то, по-моему, из шотландцев так это. Был, да. То есть прям вот это движение. Ну, вот лишние движения лучше убрать. То есть все-таки ходить должна быть одна рука. Чем меньше лишних движений, тем лучше качество, потому что у тебя нет вот этого разброса, да, случайного от твоих движений. И зафиксировать ноги, и кидать вот одной рукой. Да, в этом, собственно говоря, это база как бы. А вот как у тебя красиво или некрасиво будет рука, ну, это зависит, да, действительно от анатомии. То есть в идеале, да, ты кинул, и рука смотрит туда, куда кинул. Да, это просто базовая техника. То есть если ты всех дартистов посмотришь, да, они вот рука, там, Ван Гервена, красиво, да, выгибается у кого-то. То есть это тоже направление. А что насчет плеча? Вот это частая проблема, когда мы проводим обучение для новичков, у них именно проблема в том, что при броске вроде все правильно, они начинают плечом, либо поднимается плечо, либо как будто плечом доталкивается. Да, это как надо... Специального движения, то есть у меня прям резкого как бы нету. Все-таки я уже за много лет просто зафиксировал, что у меня вот... При этом намеренно ты плечо не поднимаешь, правильно? Потому что он лишний раз будет уставать. Ну, нет, намеренно нет. То есть идея все-таки... Вот, есть все равно идеального нету, что она у тебя даже вот при плече будет стоять. Нет, ты просто ведешь, она у тебя опустилась и кинулась. То есть плечо не работает. Все-таки работает рука, локоть, часть. Друзья, если вы хотите принять участие в серии подкастов «В точку», пишите по нашим номерам в соцсетях, обращайтесь. Будем рады новым гостям для того, чтобы еще больше популяризировать дартс, немножко рассказать интересные моменты и в обучающем виде для новичков познакомить с дартс. Это была база. А что бы ты хотел из таких лайфхаков рассказать, которые, может быть, не относятся к базе, но ты у себя галочкой ставишь, что так, вот это я сделал так, и это тебе помогает стабильнее бросать? Ну, на самом деле, все какое-то по наитию. Я не скажу, что есть прям